Всем привет, дорогие друзья, с вами Волкер, и это гайд по Universalis Remastered. Сделал я его в связи с обновлением, потому что мой прошлый гайд устарел, он не идеален. В общем-то, в этом видео я все аспекты разберу игры. Для начала, что я советую новичкам брать? Это мамлюков, либо же Португалию, или можете взять... не Литву, не Литву. Можете взять, например, Тимирудов, или же Москови, Московское княжество. Это самые такие простые страны для первого раза, а вот Англию, Францию, Кастилию и так далее на второй раз я советую брать. Хотя мамлюки, если вы хотите сильно прям похардкорить именно для первого раза, поэтому лучше берите такие страны, которые подальше от людей. Ну, оптимальном варианте Мируды. В общем-то, да. Я выбрал себе Тунису. И так вот, сразу же после того, как новичок выбирает страну, у него становится вопрос, а что качать? Вообще, изначально, если вы не играете на торговых странах, как Туниса, Милан или Венеция, вам лучше качать дисциплину армии изначально. Ой, не дисциплину, мораль армии. Вот эту вот штуку лучше качать, потому что ваша армия сможет дольше сражаться и перевесить армию. А учитывая то, что недавно в обновлении добавили влияние рельефа, то это имба. Manpower Recovery качаете только после того, как вы вкачали полностью мораль. Дисциплина не очень важный параметр, но вы можете вкачать, если у вас нету торговых путей особо. Так, ну, то, что качать изначально я вам разжевал. Теперь, вот, допустим, я качаю себе Нет, сейчас, погоди. Допустим, я качаю себе дисциплину армию. Вот, запускаю игру. А сейчас вам про рельеф расскажу. Новичкам. Так, ну вообще давайте, пока делается армия, разберем Ривалинг. Ривалинг — это, грубо говоря, ваши экономические соперники торговые. Вы можете назначить любую страну, которая у вас в этом списке, своим соперником. Главное, чтобы была зелененькая, значит, что вы ее сильнее. И вам за это будет капать бонус. Rivalry with Naples, плюс к дисциплине и Trade Power. Также вы можете начать войну соперническую, и вы сможете взять 200 политической силы. Политическая сила нужна как раз таки для вот этого вот всего. И для изучения технологий. То есть вот вы изучаете технологию, вам дают 4 поинта идеи. Вот у нас армия уже сделалась. Я, допустим, делаю клаймсы какие-то. То есть вот фастом делаю клаймсы. Начинаю войну. Войны, вы знаете, как начинать, я думаю. Если нет, то нажимайте на иконку страны, дипломатия. И начать войну. Также есть всякие перемирия. Ой, точнее, альянс, сделать вассалом, протекторатом объявить. То есть, если на страну нападут, вы будете обязаны вступить в войну. Ну или не обязаны, как хотите. То есть, вот. Вот как раз таки о рельефе. Что я хотел сказать. У нас есть горы, рельеф горы. То есть, вот он дает 20% буста к армии. Именно тому, кто находится на этом рельефе. 5% в пустыне. 25% в горах. Это просто возвышенные, значит. На Мэрше 20% также. Ну, короче, вы видите. Это вообще имбовая вещь. Также у таких вот стран, как Рагуза, есть свой регион. Эстline. 10%, который дает это у всех островов. Мелких. То есть вот вы заканчиваете войну. Кстати, советую во время войны захватывать в первую очередь столицу маленьких стран, типа если нету игрока, что и потом уже посмотреть, сколько вам нужно прогресса варскора,
чтобы забрать все провинции. Если вам хватает, то вы забираете все провинции, потому что вы можете сломать постройки во время захвата. То есть вот у вас армия захватывает провинцию, у вас ломается постройка. А постройки, в первую очередь, это деньги, доход от производства, например, соли и так далее. Так, ну также у армии есть свое настроение, то есть вот standing unrest, настроение в армии, и боеспособность, и содержание также пишется. Конечно, больше влияет количество армии, но если вкачать армию, например, у Тевтона, у него там бешеные бонусы к армии. Если он Пруссию сформит, то это вообще имба будет. Ну и так вот, вы можете разделять армию и соединять. То есть вот сплит армии in half, вы наполовину ее разделяете. Это полезно, когда страна большая. И вы вот так вот, типа, одну армию на форт, а другую на столицу. Ну, не столицу, на регион. Я хочу вам дать одну справку. На замок минимум 10 тысяч нужно для быстрого захвата. А вот на вот такой вот форт минимум 6 тысяч. И армия помирает во время осады, да. Вот такую вот справку хочу дать вам. Итак, вы можете зажать вот на эту менюшку, нажать армии, потом рекрут, и Alt зажать на компьютере, чтобы сразу заспавнить максимальное количество солдат по провинциям. Или же Ctrl, чтобы, если у вас прям много солдат, а провинции не хватает, сразу у вас тут будет очередь. Ну, вы поняли. Что там, запись идет, да. Так, ну за армию я пояснил более-менее. Теперь наемники. Наемники это неотъемлемая часть геймплея. Например, у Франции и Англии изначально все строится на наемниках. То есть Франция с самого начала воюет с Англией, и ключ победы кроется, во-первых, в дисциплине армии у Франции, это раз. Во-вторых, если Франция успеет взять швейцарских наемников, это 4000 солдат, то Англия не сможет. То есть в игре есть одноразовые наемники. То есть их может взять только один игрок, и другой не сможет. И он сможет взять этих наемников только после того, как истечет время службы у другого игрока. То есть у Франции будут наемники, у них срок службы истекает, и Англия забирает этих наемников. Есть также постоянные наемники, по типу Free Company, Grand Company, The Independent Army. Вот самое полезное, это, конечно, 10 тысяч наемников, но, кстати, содержание у них дорогое довольно. Все за армию я пояснил вам. Также советую изначально вам держать у себя на территориях хотя бы 6 тысяч солдат. Потому что вот, например, допустим, у османов 17 тысяч солдат. Подождите, я на паузу поставлю. Например, у османов 17 тысяч солдат. У тебя вот тут вот, допустим, 10 тысяч солдат стоит, у него в резервах 17 тысяч солдат, и у тебя лимит еще 17 тысяч солдат, ты их спавнишь, и у тебя получается 27 тысяч солдат, а у него всего 17 он сможет заспавнить. То есть вот, но армия требует содержания. Вот, то есть защита это укрепление, потребляя сколько денег. И военные расходы. Это касается только армии. Также вот у вас строка доходов, налоги, политические доходы, торговые доходы и все вместе. Короче, тут список всяких. Также вы можете брать долги. В начале игры не больше 4 долгов вы можете брать, а потом уже ближе к 1530 году вы можете по 10 долгов брать, зависимо от размера вашей страны. Например, Венгрия, она довольно большая, к 1500 году может брать все 10 долгов. Ну и, конечно, вам придется их выплачивать. Типа, если вы не выплатите долги, а у вас деньги в минус уйдут, то вас объявят банкротом, и у вас будет минус к армии. Минус к армии, в общем-то.
бонус, и к торговле минус. То есть у вас мораль у армии будет на 50% ниже, если не на 60%. И вас легко сносить будут. Все, тема армии закрыта, теперь торговля. У многих игроков складывается такое ощущение, что торговлю сложно понять. Смотрите. Вот, допустим, я новичок. Я вижу, то, что у меня с Туниса идет 68 70-х. А, нет, сотых золота. Я нажимаю на лупу вот эту вот и нажимаю Collect from Here. Это вы выбираете Here. Это вы выбираете основной источник дохода. То есть ваш трейд-центр, с которого с помощью эмбарго у вас не заберут вообще денег. Если у вас контроль выше 20-30%, то у вас вообще с помощью эмбарго не заберут денег. Также есть второй параметр. Это забирать профит. То есть центр торговый вы можете один только назначить у себя, а профит собирать сразу с нескольких провинций. Торговцев всего может быть 11, кстати. И то есть вот вы забираете профит, и вам капает 0,2 в казну. В общем-то, также, чтобы увеличить контроль на регионе, для этого существуют постройки по типу портов, домов, нет, не домов, портов по типу, потом, вот, маркетплейсов, ну и так далее, тут написано будет, то есть вот, к чему они дают, к чему бонус у них и так далее. Вот, в общем-то. Итак, что я там хотел еще сказать? Вспомнил. Так вот, чтобы увеличить ваш контроль на одном из торговых путей, то есть вы заходите на вот этот вот ящик, нажимаете лупу, и у вас видно, какие провинции относятся к данному торговому пути. Если вы соберете все вот эти вот провинции, то у других людей будет минимальный контроль на этом торговом пути. Или если у вас будет большая часть развитых провинций. То есть вы поняли. Если вы, например, на них кинете эмбарго вы можете только на игроков кидать. То есть вот деклар эмбарго, но я не могу, потому что это ИИ, то у него доход сразу же порежется на всех путях, на которых у вас больше контроля и которые вы контролируете. То есть это хорошая вещь, потому что вы можете порезать контроль своему врагу. Но если же вы торгуете на путях своего врага, то вы выстрелите себе же в колени. Потому что он может на вас тоже объявить эмбарго, и все. Вы потеряете доход. Так, с торговлей мы порешали. Кстати, вот это вот, если у вас тут будет, оно не имеет значения, что выбирать. Там разница минимальна. Абсолютно. Так, это мы разобрались. Карту я не буду пояснять, тут просто моды. То есть вы можете посмотреть по культуре какая, по экономике, какие регионы богатые, какие бедные. Например, по ресурсам. Тут посмотреть, если вам нужна железная империя, там виноград и так далее. Можете. Можете, в принципе, можете. Так, все, торговлю я вам разжевал. Теперь фокусы. Вообще, как его? Грубо говоря, решение государственное. Вы можете повысить налоги для бедных. То есть это вызовет восстание, вернее, настроение. Плохое будет у провинции, и возникает риск восстания, но у вас будет плюс 30% к налогам. Или же понизить, и у вас будет минус 21 unrest. Также налоги для богатых. Вы можете поднять их, у вас будет плюс 30% к налогам, но будет минус к политической силе 30%. Или же понизить,
у вас будет минус 35% к налогам, но плюс 23% к политической силе. Я, кстати, так всегда делаю, когда у меня не хватает политики на переход к следующим технологиям. Или же к тому, то, что у меня не хватает на вкачку фокусов. Но новичкам не советую так делать, пока они не освоятся. Также есть время выплаты долгов. То есть вы можете сразу под 300% начать выплачивать налоги свои. Ой, не налоги, эти долги. Сразу быстренько. Или же понизить скорость выплаты денег. И у вас понизится политическая сила. Также культурная ассимиляция. Это потом мы затронем. Так, теперь Government Policies. Это значится, смотрите. Это тоже с религией связано. То есть у вас снижается беспокойство провинций во время экспансии. Но у вас при этом куча минусов, поэтому я не советую вот это вот делать. Это вообще ненужная вещь, можно сказать, забейте на нее. Также интересно, военные решения. Военные решения, то есть вы можете вкачать дрофтинг, то есть поднять manpower recovery, но при этом у вас минус политическая сила будет, налоги и ресурс продакшн. Вот это вот я вообще не советую новичкам качать ни при каком условии. Да, даже я никогда не качаю в своих видео это. Потому что слишком большие минуса ради manpower. Проще наставить кучу военных лагерей, и все, у вас будет дохрена. Военные лагеря, они повышают от 25 до 75% вроде как, а manpower вашей провинции. То есть каждая провинция дает вам лимит к армии. То есть вот этот весь лимит стакается, у вас из этого исходит max manpower. То есть у вас максимальный лимит 11 тысяч. Именно в резервах. Это вообще не советую качать. Вот это вот очень хорошая штука содержания армии. Потому что если вы ее повышаете, то у вас плюс 5% к военным к боеспособности армии, плюс 10% к морали армии, плюс 10 к дисциплине, но плюс 5, 25, но плюс 25% к содержанию. И также национальные решения вашей страны. То есть, грубо говоря, фокусы. Например, в Тунисе есть великий город Тунисия. То есть, если вы вкачаете этот фокус, то у вас будет плюс 12% к торговой силе. То есть, как вкачать фокус? Вы берете, нажимаете выше, Higher и Confirm. И у вас тратится политическая сила через 120 месяцев. Точнее, через 120 секунд. То есть через вот это вот время оно будет готово. Сейчас, погодите, я включу, чтобы удостовериться. Да, реально через 120 месяцев. Ладно. Также Pirate Heaven, Andalusian Refugees. Короче, качайте все, что не связано с флотом. Если у вас, например, в Венеции у вас есть... Если вы в Венеции, например, у вас есть к флоту... Как его? Всякие фокусы к флоту, не качайте их, или же качайте, когда у вас сильный избыток политики. Потому что в основном флотом сражается Кастилия, Англия и иногда Франция. Ну еще турки с Византией. Все. Типа, если вы не собираетесь вступаться за Византию, вам незачем это качать вообще. Фу. Это плод дегенератизма. Так, теперь дальше. Торговлю мы разобрали. Политические, так сказать, вещи мы разобрали. Кстати, у вас есть вот такая вот иконка весов. Instability. То есть тут у вас показывается нестабильность. То есть во время войны у вас будет расти нестабильность.
не сильно. То есть, например, у меня была война, и вот у меня нестабильность. И нестабильность дает минусы к анресту провинции. То есть, которые я заплатил Гавса, Татауан и Хадамес. Или Макадамес, хз. Как читается. И вы тут можете понизить военную эскалацию. То есть, когда это дойдет до пика, все, у вас будет бешеный анрест, и войну экскалируют. Грубо говоря, начнется эскалация военного конфликта, и все. Мир автоматически заключится, если не ошибаюсь. В любом случае, нужно понижать, если у вас затяжная война. Но у меня ни разу до этого не доходило, я ничего не могу сказать, что будет. Так, все отлично у нас. Так, теперь бы хотелось поговорить опять про идеи. Вот административные всякие идеи лучше вкачивать Турции, потому что если она будет делать Османскую империю, то у нее будет бешеный анрест просто. И Австрии, если она будет быстро делать империю свою, вернее, империю Габсбургов, то у нее будет бешеный анрест. Кстати, об анресте не поговорили еще. То есть вот, например, у меня мои исконные провинции, на них анрест маленький. Минус 4.8. А вот на провинциях, которые я захватил уже, 1.2. Если вы их закорите, то есть корень зависит от религии, провинции и культуры. Если у провинции чужая религия или культура, то у вас будет 30 лет она корится, но когда вы закорите, вы сможете понижать автономию, чтобы повысить доход с этой провинции. И анрест понизится. Не советую вам до того, как вы закорите провинцию, понижать автономию, или вообще понижать, если вы прям быстро быстро начинаете захватывать страны. Потому что если вы будете понижать автономию, то у вас будет расти анрест. Поэтому лучше дождаться коринга, и оно автоматически понизится без потери анреста. Грубо говоря, если вы будете быстро захватывать территории, прям быстро, то у вас будет расти анрест, и где-то на 70 может выйти у вас тут восстание под 15 тысяч человек. И это не на одной только провинции. У меня был случай, то, что я на османах играю, я не понял, как работает обновление, у меня просто все в восстаниях, вот тут вот. 15 тысяч. И больше. Да, в общем-то, такие пироги. Я думаю, вы все усвоили. Но для этого и существуют, кстати, вот эти вот фокусы. Кстати, у османов и у Рима есть фокус для того, чтобы снижать ту дестабилизацию. И у Дании, кстати, есть фокус для дестабилизации. Кстати, забыл сказать новичкам, я советую брать Данию, потому что она, во-первых, сильнее Швеции, поэтому вас хер захватят. Во-вторых, у нее экономика очень хорошая. И в-третьих, вы вообще никому не нужны. То есть ни у кого нету на вас клаймсов, кроме Швеции и Норвегии. Вот так вот. Так, что дальше у нас по списку? Так, теперь дальше по списку я бы хотел задеть клаймсы. То есть вот вы нажимаете на иконку своей страны, и у вас тут написано престиж. Престиж вам дает плюс 5 к военной морали, плюс торговли и так далее. Это полезная вещь, но когда вы с кем-то начинаете альянс делать, например, с католиком, то у вас минус 2 к престижу, по-моему, или 3. А если вы начинаете альянс с игроком, у которого не католическая культура, а вы католик, то у вас минус 5,5, по-моему, либо 3,5. Надо смотреть. Я не помню, я давно не играл. Ну как давно? 2 дня уже. Также у вас показано, сколько вы политической силы получаете, насколько у вас развита страна, development. И реванчизм. Это вещь очень хорошая, то есть когда вас победила, допустим, коалиция, у вас этот параметр повышается, и у вас быстрее manpower начинает расти, экономика, торговля и так далее. И Power Projection, конечно, про который я вам рассказывал уже. Также у вас стандартные клаймс есть у страны. То есть вот, показать, и вы можете их принять.
То есть у вас будут претензии, и вы сможете захватить эту вещь. В общем-то, да. И вы можете сами также делать претензии, то есть нажимая на вот эту вот кнопочку. И вот так вот. Потом принять. И все. В принципе. Потом, кстати, Decisions. У разных стран есть свои, так сказать, решения. То есть Турция может, например, принять православие вот тут вот. То есть вы можете принять чужую культуру там. И так далее. Это порой нужно, когда у тебя большая часть провинции и чужой культуры или религии. И тебе не хочется корить. Но я так обычно не делаю. Например, у Московского княжества он может стать Россией, если соберет определенное количество территорий. Тут у вас будет, например, страна. Сейчас я поменяю страну. То есть вот я поменяю страну на что? Допустим, на Тевтонский орден. То есть вот что у вас есть. То есть вот вы можете нажать на иконку вашей страны, потом Decisions, и вот, посмотреть, какие провинции вам нужны для Пруссии. И также детали, что дает Пруссия, то есть плюс 15% к военной морали, плюс 15% к дисциплине армии и плюс 15% к боеспособности. А вот эти вот бонусы вы можете принять только если вы вкачали вот это вот все. То есть вы вот это вот вкачали. И вы нажимаете вот тут вот. Ошибка новичков, то что они сразу формятся и забывают нажать на вот это. То есть вы вот тут вот нажимаете на квадратик, у вас получается галочка. И у вас эти бонусы переходят. Или же, когда вы сформировались, вы можете заново вкачать бонусы свои. То есть вы можете перекинуть с одной стороны бонусы на другую. Так, про Unrest же мы говорили, а что-то ушел. На Unrest влияет также культура, например, культура провинции и автономия. Культура провинции, допустим, мусульманская у вас. Нет, государственная культура, например, католик, а у вас провинция мусульманская, то у вас будет большой Unrest тут. Также и с культурой. Чем дальше от центра вашей страны, тем больше Unrest'а в провинции, если вы не наладите. Вернее, не пофиксите все проблемы. А чтобы пофиксить эти проблемы, вам нужно корить провинции и также останавливать свою экспансию на какое-то время. Максимально допустимый Unrest, по мне, это 50-40%. Дальше это уже все. Ужас. Большой риск. Ну, в крайнем случае 60. Все. Так, что там дальше у нас? Кстати, также на Unrest влияет культура, как я вам сказал. То есть вы можете нажать на иконку своей страны, провинции, и вот тут посмотреть, какая религия, насколько религия едина. Если у вас религия не едина, то у вас будет минус к политической силе. Вот, то есть культуру вы можете посмотреть, и у вас будет написано, какую культуру вы исповедуете. И вы можете, например, у Турции есть бонус к 2 исповедуемым культурам. То есть у нее есть стандартная культура, и он еще может 2 дополнительных исповедовать. Например, греческую и египетскую. За счет этого у него будет меньше Unrest'а. Если же вы одну культуру исповедуете, то со временем у вот этой вот провинции, например, культура саксонская, она поменяется, но это со временем. В среднем такое занимает 150-200 лет. И для этого как раз таки есть бонусы. Сейчас расскажу, какие. Вот это вот. Культурная ассимиляция. Культур conversion speed. То есть вы можете поднять, но у вас будет Unrest побольше немного. Но это того стоит. И также у вас есть очень хороший... Так, что-то я не понял. Погодите, сейчас я быстро поменяю страну. Походу Тевтона этого нету. То есть, смотрите, у некоторых стран, как Турция, есть такой бонус.
Ну, не бонус, а религиозная толерантность. То есть вы можете понизить эту толерантность, у вас будет, да, unrest большой и прочее. И цена конверса будет по 300%, на 300% больше. То есть вот провинцис и вот религион. Вы можете конвертнуть эти провинции, например. Вот сейчас я это быстренько сделаю все. То есть вот в среднем провинция конвертится 52 года. А вот мы сейчас сделаем быстро это. То есть вот понизим. Быстренько. 6 месяцев нужно подождать. Сейчас запущу. Я, конечно, все это покажу сейчас на практике в игре. Если хотите. Сейчас посмотрим. Вот провинцис. И вот, все снизилось на 10 лет. Также, кстати, конверсу мешают церкви, именно чужие церкви. Вот, например, у Османа есть мечети, а вот у православных и католиков есть церкви. Их нужно удалять, потому что они мешают сильно конверсу. То есть вот я удалил церковь. И вот, все. Замечательно все. Но цена, конечно, сильно подскочила, как вы видите. Вот прям сильно. Но это не страшно для стран, у которых экономика 5. Примерно. И которые могут брать долги. Спокойно, в принципе, можно брать. Это все. Вот, как вы видите, из-за религиозной, так сказать, грубо говоря, религиозной расколотости у нас минус 28% к политической силе. Также некоторые страны могут иметь с самого начала клаймса, например, как Франция, чтобы вернуть земли. Как вы видите. Вот так вот. Так, дальше. Что я хотел? Если вы соберетесь на османах играть, то можете вкачать с самого начала дисциплину армии, потому что вам придется с Византией сражаться, она может позвать союзников, типа мамлюков и так далее. А так я бы советовал National Unrest на османах качать, если прям сильно не разбираетесь, как это все делать. Но это тоже не отсрочка. Так, сейчас подождите. Так, теперь к флоту я перейду, пожалуй. У вас есть легкие корабли и галеи. Галеры. Галеры. То есть галеры будут сильнее легких кораблей. То есть вы можете заспавнить корабль, допустим, легкий. Раньше они без вот этого вот куда у нас спавнились. Теперь нужно подождать 5 месяцев до того, как они начнут спавниться. Все. Или нет? Сейчас, погодите. Посмотрим. Нет. Все. Я уж испугался. Для каждого вида кораблей вам нужен свой порт. Например, для легких кораблей галер вам достаточно обычного деревянного порта. Для галеонов же уже, который появится в 1540 году у вас, будет технология такая. Вам нужен каменный порт уже. Ну и так далее. То есть вот вы можете вот так вот заблокировать проход. То есть если вот так вот заблокируете проход, то противник не сможет пройти. Сейчас я вам продемонстрирую. То есть вот, если у вас заблокирован проход, то противник не сможет никак пройти, ему придется плыть. А если он будет плыть, то вы сможете его армию снести флотом, и он не сможет высадиться. То есть вы перехватите его армию флотилией своей, и он просрет всю армию. То есть вот армия спокойно проходит, а если поставить сюда вот корабли, то нет. Это полезно, если вот, допустим, например, мамлюки вступились за Византию, вы вот так вот бьетесь, мамлюки отступают сюда, вот так вот ставите флот, захватываете Константинополь и все, ждете. Вот тут вот в форт ставите солдат. Кстати, вот этот вот бонус рельефа распространяется на форты тоже.
Даю вам на заметку. Вот, например, у Венеции самое выгодное положение у форта. Вы можете сами сделать себе форт, например, где-то в горах. Прям вот тут вот можете за Венецию, например, захватить, сделать форт, сюда перенести столицу. Сейчас покажу, как это делается. Вот, то есть у вас столица Тракия. Вы нажимаете на звездочку и переносите ее в провинцию, которую хотите. И эта провинция сразу же автоматически корится у вас. Так можно сэкономить на коринге, но столицу вы можете менять раз в 100 лет. Ой, у меня что-то там минуса пошли. У османов с самого начала даются деньги на наемников. Дисциплина. Что там дальше? А дальше все. Наверное. Сейчас покажу, как на Англии играть, и все. Вот, точнее, на Франции. А вот, кстати, о чем я и говорил, ребеллионы. Какой тут уровень? Вот, при 56 уже может быть восстание. О чем я и говорил. Так, я о чем-то не рассказал, погодите. Сейчас вспомню. А, также есть разные типы войны. То есть есть священная война. Вот, например, я взял сейчас Орду. Вот у вас есть экспансия Орды. Вы можете без претензий забирать территории, какие хотите. Или же священная война. Вы меняете религию страны на несколько лет. На 50 лет, по-моему, где-то. И она не может сменить 50 лет свою религию. Это, кстати, очень полезно. И вы с помощью этой священной войны можете забрать территории с вашей же религией. Например, мусульманин владеет Римом, Рим католический, вы можете его забрать, пока он его не законверсил в свою религию. Также вы можете сделать эмбарго. То есть подвести... А, блин, опять менять сейчас. Ладно, сейчас быстро порт сделаю и покажу вам. То есть вот, вы спавните корабль, например, и вот так вот ведете сюда и можете начать блокаду. То есть блокаду вы можете начинать только на людей, с которыми вы воюете. У них есть, если выход к морю, и вы режете им доход с торговли немного. Есть блокада 100%, она сильно режет доход. Но я лично не ощущал ни разу. В общем-то, сейчас перейдем к практике на Францию. Я вам покажу, как можно сыграть. Так, в общем-то, сначала я удаляю все форты. Дисциплину, конечно же, качаю после этого. Логики у меня нихуя не прогрузилась, поэтому такая спешка. Блять, на Бретонию зашли. Типа троих еще можно затащить. А вот кучку этих шакалов нет. Вот это вот реально шакалы. Вид обыкновенный. Серьезно, это шакалы вида обыкновенный. А они нихуя не умеют, кроме того, чтобы тимиться. Вот и все. Так, Голландию еще можно. Вам вначале самое главное это союзников верных набрать. Блять, я еще и приебался. Ой, еще и Бургундия Клаймса сделала. Охуенно. Сука, сейчас толпой будут идти. Шакалы ебаные. А, значит, за Англию нету никого. Отлично. Значит, можно позвать испанца. Значит, они все не вместе. Если я сейчас просто выгоню все вот это вот дерьмо с англичанина. Я не советую удалять второй форт. Потому что если Париж возьмут, у вас будет хоть какая-то база для защиты.
Вы тут даже с мелким количеством солдат сможете хоть что-то сделать. С меньшим. Ну, блядь, как вы поняли, меня в прошлой катке, короче, задавили вот эти вот шакалы. Там была Гранада, Бретония, англичане, Бургундия, Навара и Арагон против меня. Я, конечно, почти выиграл, но просрал это все из-за того, что добавили систему троп, и я слился в этот форт ебаный. Я его не мог обойти. Сразу говорю, не берите сразу же всех наемников и не торопитесь брать все остальное. Также можете попробовать сделать корабли и заблокировать Англию. Но у Англии флот довольно хорошо сделан. И поэтому смысла нету. Хотя если на Англии какой-то... Ну, вот и все, мы затащили. Вот дальше идем Бургундию ебать. У нас политики не хватает. Да, можем удалять второй форт. Бургундия делает клаймс уже. Сейчас подождем немного, снесем Бургундию, и можно считать это триумфом. Потому что Бургунд ничего не сможет сделать мне. Он думает, что я буду атаковать его форт, вот этот вот. Но он ошибается очень сильно. Я не дурак, чтобы атаковать форт. Я могу Свисмерка взять, в принципе. Для этого дела. Не с Бретонией, блядь. Суки. Нет. Ладно. Все охуенно. И самое главное, не спешить атаковать форты и прочее. Нужно сначала отрезать вот этих вот людей. Вот этих вот людей. От их, как сказать, основного источника дохода. Это прям основная, так сказать, цель. Потому что вы, когда ломаете здания, режете им доход. И люди зачастую принимают мир ради того, чтобы им не сломали весь доход. Я захватываю территорию, не атакую форт по одной причине, потому что он может спокойно заспавнить армию. Много армии заспавнить, и я проебу. С моей стороны лучше, кстати, вкачать. Вот, видите, что он делает? Он армию спавнит мерками. И я бы сейчас попался в эту ловушку, и все. Меня поебали. Лучше захватить все терры и просто ждать. И не атаковать форт. Учитывая то, что у него союзников нету, мы в выигрыше. Но у нас экономика сильнее. Плюс у него союзников нету. Кстати, даже можно Нидерланды позвать, если у них Лаймс появится. То можно чисто ждать в замке. Он проебет, потому что у нас верскор растет, видите? Ну, вот так вот делается все. Может попасться сопротивляющийся игрок на армии, который будет до последнего идти, и тогда вам будет пизда, потому что он, если... Вам будет пизда только в одном случае, если он залится вообще со всеми, с Бургундией там и так далее. И прочими таджиками. Мастурбеками. Кстати, а вот моя ошибка первая была. Я еще солдат подведу, и все, это победа будет. И вот так вот он проебал.
И сейчас самое главное — давить противника до конца. То есть не бойтесь нападать на противника с очень низкой моралью, когда он в форте. Вы с вероятностью 80% его продавите. И порежете ему сильно боевой потенциал. Сейчас я позову Голландию и отдам ей территорию, потому что я сейчас сливать буду после этого. Вообще важно иметь союзников. Потому что есть индивиды, блядь, которые понабирают себе союзников, хотя сами из себя ничего не представляют, тебя просто толпой давят одного в 5 человек. У нас так было на стриме, по-моему. Так, стоп, нужно посмотреть, что там вообще у меня по клаймсу. А, у меня вот это вот идет, получается. Вот это вот, а остальное получается вот этому вот мужчине Нидерландов. Все. Ну и вот, в общем-то, мы затащили. Всем спасибо за просмотр. Удачи вам в следующей игре, новички. И не будьте как эти долбоебы, пожалуйста. Не делайте кучу альянсов. И не давите игроков. Потому что таким образом сервер погибает. Ну а я сейчас сделаю как настоящий мужчина. Мужчина. А, я долг не могу взять. Печально. У меня лимит долгов. Ладно, я хотел Голландии надавать кучу всего. Ну, на этом закончился наш ролик. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам помог мой гайд. До следующего ролика.